Беспроводных наушников просто море. Один из самых развивающихся рынков мобильных гаджетов – это беспроводные наушники. И даже когда у вас есть средства, выбор все равно все еще безумно огромный. У меня на тестах было больше 400 беспроводных наушников. На 200 из них я сделал обзоры. Больше 50 пар оставил себе для того, чтобы делать сравнение между ними. Я не связан ни с какими-либо брендами или магазинами, основную массу девайсов я покупаю на Алиэкспрессе. Если вы фанат определенных лейблов, скорее всего этот топ вам не понравится. Сегодня я для вас выберу 10 лучших, по моему мнению, наушников дороже сотни долларов по звуку. Хотя это не только мое мнение, но и мнение моих подписчиков. Коллективный разум обычно лучше личного. Хотя при этом всем топ всегда субъективен. Мы ведь говорим про звук. Tube 754, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании, а сегодня я расскажу вам о своем топе лучших по звуку беспроводных наушников по моему субъективному мнению. Все уши в топе, по мне, лидеры своих категорий. И что и каким мобильным телефоном выбрать, есть в моем сохраненном стриме с 36 парами наушников из разных ценовых категорий, разных брендов. По ссылке в правом верхнем углу можете его посмотреть. И на все из представленного в данном и других видах моих топов, а их на канале 28, мои обзоры, как и ссылки на покупку девайсов из топов в описании к ролику. А самое ценное, конечно, комментарии под моими обзорами на то, что вам понравится. Пользователи редко врут, хотя и бывает. 10 место. Наушники, которые довольно сложно купить по адекватной цене. Xiaomi Mi Air 2 Pro. Хотя сейчас вроде бы она нормальная, но неделю назад была в 2 раза выше. Их постоянно скупают перекупы. Пакинг очень даже хорош. Программа, к сожалению, пока только на китайском. Глобалки пока нет. Общаются наушники на родном для них языке. Даже на внутренний рынок пока они клепать свои наушники не успевают. В программе можно увидеть заряд наушников и настройки по-китайски. Разобраться можно, но с трудом и с Google Translate. И толку от этого по мне немного. Режим шумодава и прозрачности работает только при одевании обоих наушников. По одному наушнике работают. Кейс зарядит ваши наушники с 0 до сотки 3 полных раза. Емкость кейса 500 мАч. По кабелю заряжается кейс за 45 минут. В наличии беспроводная зарядка бокса. Полная зарядка наушников в кейсе происходит за 40 минут. Управление наушниками возможно с помощью сенсоров. Одиночный этап, к сожалению, активировать нельзя. Громкость регулировать нельзя, голосовой помощник бесполезен, если вы не знаете китайский. Драйвера большие 12-мм, но ожидаемого качества звука, к сожалению, нет, хотя он и хорош. Виной тому может быть отсутствие поддержки кодека aptX. Автономность у наушников неплохая, больше 5 часов при включенном активном шумодаве и 100% громкости они работают. Громкость в принципе избыточна, большинству хватит и 50%. При отключенном шумодаве и 50% громкости наушники способны играть почти 9 часов, практически как OnePlus Buds Z. Bluetooth стандартной версии 5.0. Поддержка кодеков только AAC и SBC. По одному наушники работают без вопросов. Функция прозрачности и активный шумодав в наличии. Датчики приближения есть и работают адекватно. Лучшие по звуку из беспроводных наушников от Xiaomi, которые я прямо рекомендую. Если вы ярый Xiaomi, они однозначно вас устроят. Со смартфонами Xiaomi, по мне, играют они на отлично. 9 место. Oppo Enco X. И я помню, как я хейтил эти наушники в своем ролике. Но сегодня топ по звуку для людей, у которых есть желание разбираться с ним. В стоке без подключения мозга эти наушники брать однозначно не стоит. К плюсам могу отнести кейс на вполне нормальные 535 мАч. Довольно быстрая зарядка кейса по проводу. Зарядка всего за 2 часа. Поддержка беспроводной зарядки. За 2,5 часа кейс будет заряжен полностью. Зарядного кейса хватит на 4 полные перезарядки наушников с 0 до сотки. Емкость встроенного аккумулятора в наушнике равняется 44 мАч. Этого хватает, чтобы воспроизводить музыку в течение 5 часов почти на максимальной громкости. У меня они играли где-то на 80% громкости. Есть защита от влаги IP54. С помощью сенсоров на наушниках можно менять громкость, что хорошо. Наушники гибридные. Внутри них используется одновременно динамический и арматурный драйвер. Сенсоры управления музыкой на ножке присутствуют, работают адекватно. Возможность одновременного подключения к двум устройствам есть. В программе есть проверка прилегания наушников. Bluetooth версии 5.2 это максимальный. Переключение между наушниками происходит без запинок. Задержка при передаче музыки или в играх минимальна, порядка 94 миллисекунд. Программой Hey Melody можно обновить прошивку и настроить функции наушников. Также в ней показывает заряд ушей и бокса. По одному наушники работают. Из минусов отмечаю то, что наушники с хозяином общаются исключительно по-китайски. Глобалки все еще нет. Режим
Режим прозрачности чисто номинальный. Активный шумодав ровно такой же, как и режим прозрачности, то есть никакой. Активный шумодав при этом откровенно портит звук, хотя толком не работает. Микрофоны отрабатывают достаточно плохо, несмотря на использование двух видов драйверов, качество звучания далеко от совершенства. Поддержки кодеков высокой четкости нет, лишь стандартные SBC и AAC, и используемые только в смартфонах фирмы Oppo кодек LHDC. Но если вы зададитесь целью и станете подбирать под себя амбушюры, колдовать с эквалайзером, и если у вас завалялся телефон от бренда Oppo, вашей радости не будет предела. Но не стану перехваливать, слишком много но. Они удобнее, чем Xiaomi-шные ушки, и поэтому 9 место. 8 место Huawei FreeBuds Pro. Если эти топовые наушники только на 8 месте, что же выше? Много всего интересного, но пока про них. Глянцевый корпус, 7 часов автономности с отключенным режимом прозрачности и отключенным шумодавом. Беспроводная зарядка бокса на борту, порядка 30 часов автономности, считая зарядку от кейса, они выдают. Быстрая зарядка наушников в боксе, около 40 минут в боксе зарядит этих красавцев до 100%. Адекватные сенсоры приближения, нормально работающий активный шумодав, вполне юзабельная функция прозрачности, возможность одновременного подключения к двум устройствам, своеобразно сделанные датчики сжатия в ножке, вот такой вот копипаст AirPods Pro. Не побрезговали они просто украсть технологию. Bluetooth самой свежей версии 5.2, хотя на данный момент его в мобильных устройствах можно встретить редко. Вполне рабочая автопауза, работоспособная программа управления и настройка наушников. Наушники по одному работают без вопросов. К минусам отнесу заметную задержку в играх. При просмотре YouTube в принципе терпимо, до 180 миллисекунд. Поддерживают они только стандартные кодеки SBC и AAC. С телефонами, отличными от марки Huawei, наблюдается снижение качества передаваемой музыки, притом сильное. Также амбушюры имеют своеобразное посадочное отверстие. Быстро заменить в случае необходимости их однозначно не получится. И да, кастомных амбушюр пока в продаже нет. И 7 место от того, что объективно, то насколько сбалансированно, объемно, многослойно и правильно они могут звучать, возможно ощутить только с телефонами бренда Huawei. Вот такой вот заточенный практически совершенный девайс. Ощущаете? 10 место для Xiaomi, 9 для Oppo, 8 для Huawei. Интересно получается, правда? 7 место Google Pixel Buds 2. И то, что они сделали с микрофонами с последним обновлением, хотя не имеет к теме топа никакого отношения, довольно сложно описать хвалебными словами. Микрофон для затычек стал просто эталонным. Так что, когда вы будете смотреть мой обзор на них, не забудьте вспомнить, что эти наушники допилили. Из плюсов это самые очуменные наушники по удобству и качеству управления. Больше ни у кого такого нет. Они понимают свайпы и движения по сенсорам на наушниках. Выглядят они на 5 с плюсом. У них есть защита от влаги, IPX4, отличная анимация в шторке уведомлений, причем не только в Google Pixel. Беспроводная зарядка бокса, автономности достаточно для проигрывания музыки в течение 4 часов на 80% громкости. Это не космос, но вполне достаточно для использования. Сверхбыстрая зарядка наушников в кейсе за 10 минут. Кейс способен перезарядить ваши наушники 3 полных раза. Есть сенсоры приближения, гироскоп, акселерометр, 2 микрофона в каждом наушнике. При этом звук ровный, ничего не выпирает, все крайне сбалансированно звучит. Матовый пластик — это просто мечта. Google Ассистент по-русски работает без проблем. К минусам отнесу то, что адаптивная громкость работает так себе. Запаса громкости практически нет, можно и на сотке слушать. Активного шумоподавления нет, Bluetooth версии 5.0, но бьет он нереально далеко, около 24 метров по прямой. Кодеки он поддерживает только SBC и AAC. Поддержки aptX и тем более LDAC нет. Из наблюдения со смартфоном Huawei работают они отвратительно. Если вы гик или у вас рядом валяется телефон Pixel, однозначно они будут вашим идеалом. Если нет, тоже будут. Только по звуку наушники бывают лучше. Поэтому только 7 место. 6 место. Девайс с вечно плавающей ценой. Anker Soundcore Live P2. На Али на лютом сейле их реально купить за $45. В сетевом магазине дороже сотки бывают. И именно поэтому они в данном топе. Ну и из-за звука. Из плюсов данные наушники имеют защиту от влаги по протоколу IPX7, почти 7 часов работы, целых 700 мАч емкости в кейсе для зарядки, который сможет зарядить ваши наушники полных 4 раза. Всего 10 минут зарядки в боксе дадут вам час работы наушников на 50% громкости. Очень хорошая быстрая зарядка для самих ушей. Запас громкости приличный. Bluetooth версии 5.0 вполне свежий. Управление наушниками осуществляется механическими кнопками, так что вы не будете думать, как на морозе ответить на звонок или переключить трек, не отморозив себе пальцы. Из кодеков есть поддержка кодека aptX. Звук они выдают чистый и правдивый. Басы не бухают, все в рамках приличия. Запас громкости будет достаточен для большинства пользователей. Микрофоны хорошие, я бы сказал почти отличные. Их по 2 в каждом наушнике. По одному
потому наушники работают. Нет поддержки стандартной анкеровской программы, мультиподключения нет, датчиков приближения тоже нет. Если поставить нештатную амбушюру, то кейс закрывается не до конца. И это фейл. Крышка кейса хлипковата и люфтит. Выглядит она не очень надежной. Цена вполне соответствует качеству, а звук на голову выше этой цены. Это самые выгодные универсальные наушники в данном топе. Так что если вы нацелены на минимальные траты с максимальным эффектом по звуку, советую. Габаритные, правда, они, но не сильно. И это не критично. На 5-е место я сейчас поставил Apple AirPods Pro. И да, время течет, мысли меняются. Раньше они всегда были первыми. Уж очень много по звуку у них появилось конкурентов. И если я уже начал проверять универсальность, они здесь, к сожалению, не на высоте. По плюсам есть беспроводная зарядка бокса, который может зарядить уши 4 полных раза. 5 минут зарядки наушников в кейсе дают вам чуть меньше часа работы на 50% громкости, но при работе с айфоном. В наличии целая куча датчиков, сдвоенные направленные микрофоны, датчик нажатия, внутренний микрофон, двойные оптические сенсоры, датчик движения, датчик голосовой активности. Все они используются для комфортного пользования наушниками, но только при использовании смартфоном на iOS. С Android большинство фишек либо не работают, либо работают не так, как с айфоном. Ну, проще говоря, хуже. Есть режим прозрачности, есть защита от влаги IPX4, но вы лишитесь гарантии, если сервисный центр найдет следы влаги в ваших наушниках. Вот такая вот гарантия на влагу. По звуку. Задержка при подаче звука минимальна, около 144 миллисекунд. Детализация отличная, басы есть. Звук по умолчанию настроен великолепно. Если вы не хотите заползать в настройки наушников, это фактически самая лучшая модель из всех представленных. Полный порядок совсем. Bluetooth работает по прямой аж до 120 метров. Теперь к минусам. Активный шумодав может давать головные боли до 5% пользователей. И привыкнуть к этому не получится. Это, кстати, касается всех беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления. Понятно, что если она выключена, голова у вас болеть точно не будет. Даже если у вас при включенной голова болит. Быстрой зарядки кейса нет. Зарядка по кабелю длится чуть более 2 часов, что очень даже долго. С включенным активным шумоподавлением наушники проработают на 50% громкости всего 4 часа. Без активного шумоподавления 4,5 часа. Кодеки поддерживаются только SBC и AAC, но AAC на айфонах звучит более чем прилично. Странно, но прошивку наушников можно обновить даже на андроиде. Управление наушниками сделано путем сдавливания ножки. Наушники по отдельности работают. Абсолютно все программы для управления наушниками из-под андроида сделаны из рук вон плохо. Идеальная форма, максимальное количество технологических решений, которые потом все благополучно копируют, но только для ебломанов. С андроидом вы просто переплатите за бренд, а всех плюшек вы, к сожалению, не получите. Вот из 6 мест 5 заточены под марки телефонов. Печаль, правда? Не забудьте подписаться на канал с колоколом, у меня все просто и честно. Вам понравится. Хотя не факт, что вы будете всегда со мной согласны. И это нормально. 4 место. Sennheiser Momentum True Wireless 2. И только учитывая их последнее обновление. И только от того, что у них отличный объемный звук, и купить их уже реально за 60% первоначальной стоимости. Постоянно с ними распродажи вижу. Хотя большинству эти наушники даже в уши не залезут без боли. Но звук хорош. Кейс стилизован под ткань, загаживается за месяц. Необычно, непрактично, но вот так. Bluetooth версии 5.1 на борту, кодек aptX, режим прозрачности, активный шумодав, отключение сенсоров — это к плюсам. Бокс 3 раза может перезаряжать наушники, такой средний показатель. Драйвер в наушниках размером 7 мм, а это прям мало для такого размера ушей, которые еле-еле залезают к вам в ушной канал. Теперь к минусам. Тряпочный чехол марки и непрактичный. Диод на кейсе малоинформативен. В приложении показывается только заряд самих наушников, процент заряда бокса не узнать. Форма вытянутая в длину, с шапкой носить некомфортно. Задержка около 200 миллисекунд. Стандартно для затычек высоких частот по мне мало, проработка средних ничего, но упор здесь практически полностью на басы. Улучшалка звука, высокоточная настройка звука годится лишь для сжатых форматов аудио и онлайн-радио, либо подкастов. Флаки она портит, делая более мягкими, глухими и растягивая звуковую картину, но портя при этом оригинальный звук, задуманный автором песни. Раздельно можно пользоваться только правым наушником, просто контрольные в голову с этим одним наушником, как и у Жабры. Беспроводной зарядки бокса нет, эквалайзер по мне убогий, потому что пальцем нужно тыкать очень долго, чтобы получить то, что хочешь. Приложение периодически теряет наушники, лечится это перезагрузкой смартфона, которая вас будет раздражать. Активный шумодав есть, голосовые подсказки только на английском. Плюсы тоже есть, они поддерживают кодек aptX, как я уже говорил, есть защита от влаги IPX4, скромно, но есть. Запас громкости большой, есть режим прозрачности
под названием «Всеохватывающая слышимость». Работает он хорошо. Есть автопауза при доставании наушника из уха. Есть фишка озвучивания собственного голоса при разговоре, как и у Жабры. Помогает она в некоторых ситуациях, неясных мне. Управление ушами персонализируется в приложении. Сенсоры ушей отключаемые, это очень хорошо. Звук хорош и даже почти идеален. Но есть наушники лучше и дешевле. Поэтому Синхи 4 место. 3 место Jabra Elite Active 75T. И только от того, что они еще и активный шумодав сюда завезли с обновлением. Хотя микрофоны после последней прошивки стали по мне в разы хуже. Из названия ясно, что представленные наушники созданы для активных физических людей. Защита от влаги по стандарту IP57. Заявленное время работы до 7,5 часов. С использованием кейса время теоретически увеличивается до 28 часов, но вряд ли вы так долго сможете их слушать. Сейчас объясню почему. Реальное время, как всегда, меньше. 4 часа 30 минут на максимальной громкости они вывозят, и при том, что вы сможете на этой максималке их слушать, при этом с выключенной функцией активного шумоподавления. Заряжается кейс по проводу за 2 часа с небольшим, поддержки быстрой зарядки нет, шикарное приложение с персональной настройкой наушников под ваши конкретные уши. Не громоздкие, из ушей торчат минимально. Динамический драйвер размером всего 6 мм, но звук очень приличного качества. 4 встроенных микрофона позволяют общаться спокойно даже в достаточно шумном месте, хотя, повторяюсь, мне микрофоны не понравились. Bluetooth версии 5.0, функция Hear Through позволяет вам контролировать окружающую обстановку. Совместно с шумодавом ANC из последней прошивки получается неплохо. Эквалайзер никуда не делся, поддержка кучи голосовых помощников, Amazon Alexa, Siri и Google Assistant. Кодеки стандартные SBC и AAC, поддержки кодеков высокой четкости, aptX и LDAC нет. Есть автопауза при вынимании одного из наушников из уха, есть одновременное подключение к двум устройствам. Меня мультипоинт в них очень порадовал. Размеры и вес адекватные. Обрывов за время использования у меня не было. Звук топовый для их размеров. Басов кому-то покажется сверх меры, но они поэтому у меня и на 3 месте. У них пусть и не совсем правильный, но лучший бас в данном сегменте. В кейс встроили датчик GPS, чтобы было удобно искать бокс, если вы его где-то забудете. Из минусов отсутствие возможности отдельно использовать левый наушник, работать будет отдельно только правый. Левый подключается через него. Механические кнопки управления — это особенность, которая нравится мне, но не всем. Отверстия для сброса внутриушного давления есть, но не всем были удобны комплектные амбушюры. Так как насадки стандартные, подобрать удобные не составит большого труда. И я так сдержан от того, что аудиофилам с надеждой на ТВС нужно брать, по моему мнению, только первые 2 места этого топа, о которых вы и так знаете. 2 место, вопреки всему, несмотря ни на что, Sony FWF-1000XM3. Динамические наушники закрытого типа, динамик всего 6 мм, но как звучит. Метка NFC для быстрого подключения к смартфону, беспроводной зарядки у бокса нет, да и флаки играют так, что аж мурашки по коже. Заряжаются наушники в чехле примерно 1,5 часа, сам чехол можно зарядить за 3,5 часа, шумодав в наличии. Да, пока данные говорят о том, что это не топовые уши, но звук здесь вау. С включенным шумодавом уши обещали проработать примерно 6 часов в режиме проигрывания музыки, если шумодав отключить, то чуть больше 8 часов. Реально получилось слегка меньше. В режиме разговора получилось примерно 4 часа плюс-минус. Шумодав отнимает от времени работы около получаса. Зарядный чехол позволяет еще 3 раза подзарядить наушники полностью. Итого получаем примерно 32 часа автономности с отключенным шумодавом и около 24 часов автономности с включенным. И это неплохо. И по поводу времени подзарядки. 10 минут в чехле продлят пользование ушами на 1,5 часа. Вот такая вот неплохая быстрая зарядка. Понятно, на 50% громкости. Громкость достаточно для всех. Уши такие же громоздкие, как и Anker Liberty Air 2 Pro, плюс-минус. Панель управления сенсорная. Для кого-то это плюс, кому-то минус. Мне, например, зимой удобнее пользоваться кнопкой. Есть поддержка Google Ассистента и Siri. В приложении куча фишек, включая настройку уха по фотографии. Голосовые подсказки на русском языке. Из минусов чехол огромен. Поддержка aptX отсутствует. Отдельные люди фиксируют обрывы связи. У меня ее не было. Последнее время после последних прошивок. Зависимость от смартфона либо окружающей обстановки не выявлена. Влагозащиты нет от слова совсем. Выгодно купить можно, но сложно. А демпингуют и выигрывают, по мне, эти отличные по звуку наушники, как вы поняли, Анкера. 1 место. Soundcore Liberty 2 Pro. Бренд Anker. В данных топовых ушах одновременно используются 2 драйвера. Арматурный драйвер от производителя Knowles, который идеально детализирует звук, передавая высокие и средние частоты такими, какими они должны быть в студии. В то же время динамический драйвер диаметром в 11 мм добавляет глубины и удара. Такой вот панч,
что особенно ценно в композициях с большим количеством басов и сложной ударной секцией. Время работы от полного заряда 8 часов плюс 3 полных заряда от зарядного устройства. Совершенно безумные 32 часа работы общего времени с подзарядкой в кейсе. Всего 10 минут в кейсе, и вы получаете до 2 часов прослушивания, понятно, на тех же 50% громкости, которые вам, скорее всего, хватит. Заряжается кейс с помощью быстрой зарядки USB Type-C и беспроводной зарядки. Время зарядки примерно 1,5 часа по проводу. Крышка кейса — это отдельная история, она выполнена в виде слайдера, редко такое встретишь. И наушники доставать удобно, и эстетическое наслаждение получаешь. В наличии система 4 микрофонов шумоподавления от Qualcomm, 7 пар накладок и 3 пары крыльев насадок для максимального удобства посадки наушника под ваше ухо. Поддержка кодеков SBC, AAC, aptX на борту. 22 пресета настроек эквалайзера от топовых продюсеров, удостоенных премии Grammy. Персональная настройка звука под ваши уши с помощью программы Hear ID. Bluetooth версии 5.0, 4 микрофона для передачи вашего голоса и приглушения окружающего шума с помощью системы шумоподавления CVC 8.0. Как вы поняли, это для разговоров. Громкость достаточная для большинства людей. Физические кнопки в наушниках, в перчатках можно ставить музыку на паузу, что удобно. Приложение на русском языке в наличии, настроек в нем море, ведь это не та ценовая категория, чтобы видеть иероглифы в приложении. Покупатель не поймет. Из минусов конструкция великовата, торчит из ушей непривычно, но не меньше, чем Соньки. Зимой шапка будет задевать наушники, но это издержки той тучи технологий, которые воткнуты в эти наушники. Защиты от влаги нет, и по мне это самый адекватный звук за подозрительно адекватный ценник. Во время распродаж реально купить эти наушники немного дороже $100. Резюмирую, первые 2 места лучшие по звуку из тех, что слушал я. Понятно, что я имею в виду качественный звук. Я не имею в виду стриминговые сервисы, я не имею в виду музыку из Контакты или Яндекс.Музыки. Для них вы можете купить и Redmi AirDots, и Halo GT, или посмотреть любой из моих топ-10 наушников от $20 до $50. Там извращаться не нужно. Здесь нужно понимать, что такое эквалайзер, здесь нужно реально подбирать под себя амбушюры, и здесь нужно подбирать под себя форму наушников, потому что если ухо у вас будет болеть, как у меня, допустим, с использованием синхайзеров и у большинства моих знакомых, никакой хороший звук вас радовать не будет. В первую очередь всегда нужен комфорт, ведь для комфорта вы покупаете беспроводные, а не проводные наушники, а провод всегда будет лучше. Перед покупкой по возможности примерьте эти модели и, конечно, послушайте, ведь если наушники вам нужны, чтобы слушать музыку, не во флаке, вам смысла тратиться нет. Напоминаю, что я всегда за форм-фактор вкладышей, пусть у них и все плохо с басами, но они однозначно в пользовании безопаснее. Топ моих вкладышей можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Приходите завтра на еженедельный стрим по воскресеньям, будем обсуждать новинки от Samsung. Наверное, если они меня не забанят. Все, что думаю о них я и вы. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.